Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня у меня такое коротенькое видео по вашим просьбам. Тут у меня, видите, помощник пришел, Барсик мой. Все время он бежит, запрыгивает на стол, когда видит, что Люба что-то собирается делать, что-то там выкладывать начинает. И ему очень-очень интересно. Видите, он улегся. Я ему коврик подстелила, думаю, ладно, сегодня я ему разрешаю полежать здесь. Надеюсь, он мне мешать не будет. Вот такие бусики заинтересовали зрителей некоторых. Видео у меня было про барахолку, и я там показывала свои богатства советских времен. Вот, ниточки я нашла. Этим всем со мной щедро поделилась моя сестра родная. И нитки, и бусины. Мы с ней поделили пополам. Бусины эти достались ей от свекрови. Вот, и в то время, это было где-то более 10 лет назад, мы с ней вместе связали бусы, она себе и я себе. Вот, и сегодня я покажу, потому что спрашивали у меня зрители, там подписчики, а как вы связали бусы. Вот я взяла просто покрупнее бусинки, чтобы было лучше видно, и контрастные нитки. И вот смотрите, обычно вот так вот завязала узелок, хотя я уже потом думаю, вначале можно было бусину привязать, вот, ну как бы с бусины начинать эту цепочку. Вот все-таки он мне мешается. Так, ну ладно, уже потерплю теперь. Вот, и вяжем вот такую вот цепочку из вот этих воздушных петель. Вот, все просто. Кто умеет крючком, да даже кто не умеет, я думаю, что это не сложно совершенно, потому что здесь никакие там ни узоры вывязывать не надо, ни столбики с накидом. Вот. И вот смотрите, одну петелечку я вытянула подлиннее. Вот. И беру бусинку. Вставила крючок внутрь и эту петельку протянула через бусину. И все, и пошла дальше косичку эту вязать. Вот. Ну, правда, я длинновато эту петельку сделала. Ну вот, смотрите, получается, что с бусины, как бы снаружи бусины всего в одну ниточку проходит. Вот. И все, пошла дальше. Там каждый сам определяет, какое расстояние оставлять между бусинками. Там 1, 2, 3 петельки. Так, вот вытянула петельку, взяла еще бусинку, подхватила и протянула через... Вот что делает-то? Вот прям мешается. Так, и снова. Вот так. Видите? И опять. Там 1, 2, 3, 4. Барсик. Ну что такое? И так у меня тут перед носом камера стоит. Мне ничего не видно, я то в камеру смотрю, ну, в телефон, то из-за телефона выглядываю, неудобно. Так. Вот бусинку опять. Вот видите, попасть не могу. Так, подцепили и протянули через серединку. И все. И таким образом все бусинки и плетем дальше. Вот. Опять вот так вот вытянули. И снова бусинку вот так раз. И протянули. Вот. И снова дальше плетем. Видите, ничего, абсолютно ничего сложного. И вот таким образом все эти бусинки провязываю в эту косичку. Ну, здесь, конечно, это выглядит смешно. Вот, но это образец. Я это взяла, чтобы показать, чтобы было видно. Именно сам способ, который я использовала.
Вот. А здесь, конечно, на этих бусах это все смотрится очень классно. Все так гармонично, потому что все совпало. И бусинки, и ниточки вот эти тоненькие, даже то, что они черного цвета, ну, это очень подходит с люрексовой там, люрексовой ниточкой. Вот. Очень-очень красиво. Даже можно сказать, ее и не видно, эту нитку. И также она сверху бусинки проходит, но это вообще совершенно незаметно, потому что очень тонкие нитки. Ну, вот так. Вот такие вот бусики можно связать, например, если мало бусинок, на полноценные бусы не хватает, вот обычным способом, да, на одну нитку нанизать. Можно вот таким образом их раздвинуть и связать бусы, выйти из положения. Вот. И знаете, мне просьба еще есть. Ну, не надо писать, что там отстой, кому это надо. Ну, потому что кому-то надо. Вот вы видите, люди спрашивают. Мне, вы знаете, вот то, что пишут какие-то комментарии негативные, ну, я уже научилась не обращать внимания, да. Это даже как бы активность у меня на канале создает. Но мне очень обидно за других людей, когда человек пишет: ой, там что за отстой, это вот только подойдет для безруких рукодельниц. Ну зачем так о людях? Ну если вы такие рукастые, ну и что, а другим что, и не учиться, что ли? Вы-то что, родились, что ли, с золотыми-то руками? Но нет же, все же когда-то чему-то начинали учиться, и все когда-то были безрукие. Зачем так унизительно отзываться о других людях, я не понимаю. Я вот все время за слабых заступаюсь. Поэтому люди просили, кому-то вот непонятно, интересно было посмотреть, как это сделано. Поэтому, если кому-то это не интересно, ну выключите вы просто это видео и не смотрите. Там пролистайте, промотайте, вообще уберите, отпишитесь, если вам не нравится. Вот. И все, и никаких проблем не будет. А кому надо, те посмотрят. Может быть, это кому-то пригодится. Вот. Ну, а у меня на сегодня для вас все. Такое вот коротенькое видео. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках. Желаю всем всего хорошего, любви, счастья, здоровья, взаимопонимания. Всем пока-пока.